стоит насолить не тем людям, как мир вмиг становится очень и очень опасным местом. В 2010 году роман «Аллея кошмаров» был заново воспринят как вершина нуара середины 20 века. Одно из самых увлекательных и жестких отражений современного общества. Критик Майкл Дирда, писавший в том году в газете Washington Post, сказал: «Эта книга повествует о поистине ужасающем спуске в бездну, однако это больше, чем просто классика нуара, это портрет человеческого состояния. Аллея кошмаров — это жуткий, всепоглощающий шедевр». В своей адаптации Морган и Дель Торо также выдвигают на первый план истории женщин, и мы следим за тем, как главный герой в исполнении Брэдли Купера становится связан с каждой из них. Дель Торо говорит, тематически ему очень интересно исследовать жанр с другой точки зрения. Вместо роковой женщины у него есть 3 очень сильных женских персонажа и роковой мужчина. Проницательная менталистка Зина в исполнении Тони Коллетт наслаждается физической страстью, которой она находит со Стентоном, и открывает его мировоззрение о том, как действовать в Америке. Очаровательная Молли в исполнении Руни Мара влюбляется в его обманчивый, честолюбивый оптимизм. И, конечно же, психоаналитик из большого города доктор Лилит Риттер в исполнении Кейт Бланшетт, сама пережившая физические и психические травмы, видит Стентона насквозь и пытается манипулировать манипулятором в попытке восстановить справедливость. Каждый из них помогает Стентону использовать свои способности, но при этом наблюдает, как на каждой развилке дороги он выбирает самый коварный путь. Время действия — конец 30-х годов 20 века, и к моменту, когда загадочный персонаж Брэдли Купера произнесет свою первую реплику, пройдет почти 15 минут после начала фильма. Но на старте мы уже видим, как он тащит труп и поджигает дом. Он в бегах. Пока еще не от закона, а от собственного прошлого и обиды, которая сидит у него глубоко внутри. Он случайно забредает в передвижное цирковое шоу, в котором показаны различного рода номера с ментализмом и всякие причудливые истории. Можно понять, куда именно приведет дорога Стена. Объясняется это не только экранизацией 1947 года, но и оригинальным романом. Даже те, кто не знаком с одним или обоими материалами, в конце обнаружат циклическую притчу, которую Дель Торо создает благодаря своему пониманию и переосмыслению нуарных работ, как визуальных, так и тематических. Его «Аллея кошмаров» — это фильм, психологический туннель и нисходящая спираль. Вступая в нее, главный герой рискует навсегда заблудиться и никогда не выйти с другой стороны. Круговой символизм появляется как во вращении внушительного колеса обозрения, так и спирали, нарисованной на стене, и других элементах декора и окружающего мира. Особенно, когда Стэн попадает в Буффало, штат Нью-Йорк. Длинные коридоры, просторные офисы и узкие улицы, которые создают дополнительный драматический эффект фильма. И на это делается большой упор, чем на достоверное изображение того времени. На карнавале Стэн знакомится с первоклассным ансамблем эксцентричных личностей. Среди них 2 актера, ранее сотрудничавших с Дель Торо, которые сыграли в небольших ролях. Это Клифтон Коллинз-младший и Рон Перлман, а также персонаж Уильяма Дефо, который выступает в роли циркового зазывалы, где и сам персонаж, и сцена почти в точности повторяет сцену из работы 1947 года. Можно сказать, что Гильермо Дель Торо дает дань уважения оригинальной экранизации. Но именно в странной паре Зины в исполнении Тони Коллетт и Дэвида Стратхерна в роли Пита молодой парень открывает для себя новое призвание в жизни. С помощью сложного словесного кода они могут притворяться, что умеют читать мысли и угадывать предметы с завязанными глазами. Прокачать свежеизученные навыки, преодолевая недоверие обывателей, это становится главной целью главного героя, который также начинает ухаживать за Молли в исполнении прекрасной Руни Мара, который несколько раз порадует своей отличной фигурой. Старик Пит восклицает: «Люди отчаянно хотят, чтобы их увидели. Люди отчаянно хотят сказать вам, кто они». Язвительная, но пронзительная истинность, заключенная в этой фразе, которая пробирает до костей. Далее он предостерегает о шоу страшилок, которые играют с огнем, притворяясь, что человек, который обладает сверхъестественными способностями, может общаться с загробным миром. И естественно, что Стэн и добивается этого, избегает из деревни в большой город вместе с Молли. В фильме «Аллея кошмаров» Кейт Бланшетт умело перевоплощается
в роль ледяной, соблазнительной роковой женщины. Доктор Лилит Риттер в исполнении Бланшетт острый как гвозди фрейдистский психоаналитик, который быстро распознает в Стэнтоне не только сломанную психику, скрывающуюся под его обходительной игрой на публику, но и очень опасного человека, которого она хочет перехитрить. Столкновение Стэнтона и Лилит эпично, говорит Дель Торо. У Лилит есть свое темное прошлое, за которое она пытается отомстить, и она очень умна. Это действительно было похоже на битву титанов, когда Кейт и Брэдли работали вместе как два одинаково блестящих манипулятора. Бланшетт же отмечает, что очарование между доктором Риттером и Стэнтоном не только сексуальное, хотя химия между ними, конечно же, ощутима. Есть также схожесть, от чего они притягиваются друг к другу. Она одинокий волк, и в этом они со Стэном похожи. Они оба бегут от прошлого, и они могут видеть сходство между собой. Страсть и месть — это одни из самых непредсказуемых эмоций, возникающих в этом пространстве. В некотором смысле офис Лилит — это место, где Стэн окончательно становится уязвимым. В Стэне много разрушительных порывов, которые имеют параллель в Лилит. Это манипулятивный, обманчивый танец между ними, и такие вещи редко заканчиваются хорошо. Чем дольше Лилит общается со Стэном, тем больше она жаждет крови. С каждым сеансом, лишая красавца-экстрасенса его слабой уверенности в себе, последовательности тет-а-тет между ней и Купером в ее роскошном офисе самые захватывающие встречи в фильме. По мере того, как Стэн упивается властью, которую он ощущает, убеждая богатых пожилых людей в том, что он может общаться с загробным миром, чтобы искупить их грехи, он становится все ближе к своей неминуемой судьбе. Гипнотизируя своим все более напряженным и медленным развитием сюжета и манящей атмосферой, Аллея кошмаров, как воронку, напоминающая спираль, затягивает зрителя в свою саморазрушительную историю. Неконтролируемая жадность в конце концов приводит в круг ада, созданного самим человеком. Финальный кадр фильма, конечно же, потрясает, если вы не знакомы ни с романом, ни не видели экранизацию 1947 года. Но Гильермо также часто прибегает к повторению сцены из оригинала тех лет, выражая таким образом дань уважения. Стоит ли смотреть «Аллею кошмаров»? В отличие от типичных сверхъестественных и научно-фантастических сказок Гильермо Дель Торо, «Аллея кошмаров» она прочно укоренилась в реальности, и фильм совершенно приземленный. Здесь ярко проявляется мужская жестокость, которая не может сравниться с роковой женщиной из этого фильма. Хоть картина протекает местами медленно, но созданное напряжение ускоряет процесс ожидания и протекания сюжета. И концовка, она просто подбрасывает фильм настолько вверх, что он возвышается над всеми фильмами, что выходили в 2021 году. Этот фильм обязательно стоит, наверное, посмотреть в кино, чтобы поддержать проект. В дальнейшем будут выходить подобные работы, помимо супергеройских фильмов. Да? Во время просмотра у меня раза 4 точно пробегали мурашки по телу от происходящего на экране. Я очень давно не ощущал такого при просмотре кино. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики с этого канала. Пишите в комментариях, что думаете о фильме «Аллея кошмаров», как он вам, какие слабые и сильные стороны заметили. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.